Давайте начнем с того, как я начал заниматься паркуром. Ниша пустая. Что я планировал? Я планировал сделать это именно в такие моменты, когда я понимаю то, что надо что-то сделать, но я понимаю то, что пока я просто не могу ничего сделать. Ну и извините, пока у меня с финансами не особо все хорошо. Простите, ребят, но, блин, дайте мне тоже чуть-чуть отдохнуть. На монтаже видите, ну, вы видите все так радужно, но, блин, на съемках это происходит прям очень сложно. Это как со стороны людей, которые меня окружают, тот день, когда меня наконец ну просто не забыли. Есть ли у вас опыт участия в общественных мероприятиях или акциях? Там, не знаю, возложение цветов какой-нибудь на 9 мая. Такое, да, такое есть, но не более. То есть я либо не могу найти время, либо я просто не хочу это. Вот. Кстати, вот история о том, как я набрал, наверное, 10 000 именно так, как я хотел в принципе, если учитывать историю, ну что, ребят, это финальная часть Long Sleeping Parkour, поэтому перед тем, как я начну отвечать на вопросы, посмотрим комментарии и заодно я отвечу на них. Vendor Games. Паркурный ритм лета. Ну, это летний трек, который выходил 25 августа 25 года. Ананьев, капец крутой. Спасибо большое. Рад, что вам понравился мой трек. Также Ананьев Go Fit. Увы, но фиты и коллабы в продвижении музыки и так далее я буду делать только с 1000 подписчиков. Хоть и хотелось бы пораньше, но надеюсь, что ждать нужно будет не так долго. Ведь я уверен, что вы знаете, что нужно сделать. Пройди паркур. Испытание на карте Parkour on Stairs. А вот этот ролик, насколько я помню, выходил где-то в сентябре. Orange. Привет, когда пройдешь все Longest Parkour? Так первая часть уже на канале. Вторая часть тоже на канале. Если я не ошибаюсь, там еще и третья часть где-то не за горами, да? Поэтому просто смотрите за каналом, и в конце концов вы все увидите. В этом году я планирую закончить и Long Sleeping Parkour, и The Longest Parkour. А вот в следующем году я, возможно, сделаю сборники данных, ну как это, данных роликов, данных частей. От 0 до 20. Как я преодолел трудности YouTube? Если что, там это, ну, где-то тоже в конце октября. Да. Мамон, приветствую, занес поддержку лайк и хорошего настроения. Спасибо большое. Кстати, думаю, что скоро к вам на стрим загляну. Покажите паркур. Паркур by Пальшев 1 в Майнкрафт. Этот ролик был, ну да, в октябре. На той же самой неделе, как и от 0 до 20. Даже видео. Класс. Спасибо большое, рад, что вам понравилось. Погружение в Jump Up 2. 5 уровней жесткого игрового дизайна. А вот здесь уже ноябрь, наверное. Флэш Майнкрафт. Я хотел с тобой коллаб.
Но у тебя такой странный голос, это эффект? По поводу коллаба мы пока не состыковались по времени. А вот по поводу голоса, да, это эффект, который я использую для всех роликов. Кубические прыжки. Ваши лучшие тренировки в паркуре. Это, ну да, это ноябрь. Кирилл Просин. Хорошее видео. Спасибо большое. Рад для вас сделать такой замечательный контент. Невероятное приключение. Пройди биом паркура в Майнкрафт. Ну какой это? Тоже ноябрь. Си-си-си-джу. Найс. Спасибо. Рад, что вам понравилось. Паркур Майнкрафт. Пройди все испытания. Даниил Гаричев. Изи паркур прошел на изи. Не особо понял насчет БФ. Ну, БФ. И что там автор комментария имел в виду, потому что все же я не все слоганы умею пока разбирать. Да, я еще тот самый старик, которому нужно что-то еще и понимать. Да. Но рад, что вам понравилось мое прохождение. Ведар, привет. Давай начнем с самого интересного. Как ты вообще начал заниматься паркуром в Майнкрафт? Что тебя на это вдохновило? Давайте начнем с того, как я начал заниматься паркуром. Паркуром я начал заниматься, ну когда? Когда создавал канал, я пытался понять, типа, что я вообще хочу увидеть на своем канале. Чего не хватает на ютубе. И что, в принципе, я могу предоставить вам, моим зрителям. На самом деле, я такой думаю, ну, типа, троллинг, он есть. Потом донаты, ну, извините, пока у меня с финансами не особо все хорошо. Это было, на секундочку, март. И да, мне на данный момент нужно было еще и работать. Ну и учиться, соответственно. Вот. Да, это было еще до того момента, когда у меня был кредит и так далее. Вот. Поэтому да. Я этим начал заниматься, потому что, ну, ниша была пустая. Зато сейчас я смотрю шорты с этими, с обычными роликами. Это было исключение, я их видел, но не так часто, как сейчас. Зато сейчас паркуристов, ну, именно то, что майнкрафтеров, которые стали снимать ролики по паркуру, их стало куда больше. Наверное, здесь уже огромнейшее спасибо. Потому что я уже понял то, что помимо меня здесь уже хоть что-то стало лучше. Что меня на это вдохновило, я об этом уже рассказывал. То, что ниша пустая, вот. Но что меня вдохновило с самого начала, мне кажется, это больше то, что есть два ютубера, которые меня, ну, подбодрили своими словами. И нет, это никак не касается общения между ними. Лично из них я ни с кем не общался, но при этом косвенно, да. Там донаты отправлять, да, это было. По крайней мере, с одним из них так точно. Это как раз Домер, ну и Беф. Потому что один, что второй, ну, подбодрили, сказав то, что не надо ничего пугаться, все супер. Цитировать слова я не буду, потому что я их не помню. Это было, ну, сколько? Год назад, даже больше, 1,5. Но когда я услышал, то что, да, можно на YouTube перейти, я такой думаю, ну, блин, почему бы и нет.
А почему ты решил создать свой канал именно по паркуру? Что тебя в этом привлекает? Ну вот, я как раз таки рассказал, то, что это ниша, плюс еще то, что это на самом деле была на тот момент самая легкая ниша и самая менее конкурентоспособная ниша, которая была на Ютубе. Сейчас же данная ниша уже все, данная ниша, там есть уже конкуренты, с которыми я буду бороться. На то, чтобы наконец набрать свою 1000 подписчиков. А что тебя вдохновляет на создание новых видео? На самом деле есть прям очень много моментов, которые меня могут вдохновлять. Это как со стороны людей, которые меня окружают. То есть мне наоборот, мне нравится, когда меня поддерживают. Мне нравится, когда я не один. Особенно, когда есть человек, который такой, ну то что, давай сыграем во что-нибудь. То есть этот человек позволяет тебе отвлечься. А вот только на данный момент, я не знаю, на момент публикации ролика все ли окей. А, с данным человеком я не общаюсь. Вот. Там с его стороны произошло. Да, и с моей, наверное, тоже, потому что я принял это более остро. Вот. Дальше, что бы еще я сказал, то что активность на канале. Активность на канале, она тоже позволяет мне видеть так глубоко то, что все супер. Вендор, снимай. Пока у тебя есть рост, снимай хоть 5 роликов в день. Тебе главное хоть что-то сделать. Дальше то, что, ну, блин. Я почти каждый месяц на больничном. Почти каждый месяц болею. Ну, а почему бы я этим не воспользовался? Не, ну, я могу взять, воспользоваться этим и все. Да, я понимаю то, что нужен отдых, то, что нужно отдыхать, но, блин, о чем не делать? Я привык работать. Да, я такой человек, который которому дай хоть лопату в руки, он все равно будет что-то делать. Но при этом я имею и свои минусы, то что, к примеру, я дофига сплю. Это да, это очень такое, не особо хорошее, но, блин. Здесь я просто, наверное, пропускаю те самые моменты. Есть ли какие-то особенные моменты или идеи? Если вы имеете в виду в рамках каких-то новых роликов, которые типа от 0 до 20, к примеру, или хэллоуинский ролик на 40 подписчиков, ну, блин, скажу так. Хэллоуинский ролик на 40 подписчиков я придумал на самом деле так, типа. Сейчас октябрь. Вот у меня в конце октября набралось 40 подписчиков. А что бы я хотел бы сделать? Мне надо как-то сделать ролик, надо что-то сделать и так далее. Касаемо от 0 до 20, это, наверное, то, что, опять же, ролик до 20 подписчиков, да. Вот на 20 подписчиков я очень сильно был готов хоть что-то сделать. Соответственно, мне это понравилось. Мне нужно было рассказать всю историю канала, а напомню то, что тогда у меня уже были вторая часть и, насколько я помню, третья часть уже записана. Могу ошибаться. Какой твой самый сложный уровень, который тебе удалось пройти? И как ты это сделал?
Там, по-моему, когда я был в аду, ну, да. Ну, в аде, в аду, там, склоняйтесь как хотите. И там надо было как раз перемещаться по лианам. Перемещаться по лианам, потом еще что-то было. И да, это было сложно. Я, наверное, ну, с попытки 10 это сделал. На монтаже видите, ну, вы видите все так радужно, но, блин, на съемках это происходит прям очень сложно. То есть, к примеру, ролик, который на 10 минут, он на самом деле может длиться изначально час. А может даже и, ну да, чуть больше, чуть меньше, там не важно, но плюс-минус час. Ролик на 5 минут, ну, блин, 10-15 минут, окей. Теперь поговорим о твоих достижениях. Давай. Я вообще за... Какой самый запоминающийся момент у тебя был за год на канале? О, чтобы не соврать. По-моему, это было как раз таки... Да, 3 таких момента. Это именно такие моменты, когда я понимаю то, что надо что-то сделать, но я понимаю то, что пока я просто не могу ничего сделать. Первое, когда у меня стукнуло сначала сколько? 1000? Да. Сначала 1000 просмотров, я такой клепаю ролик, окей, все супер. А они у меня все были сняты, все на один этот. Все супер, окей. Я сделал вторую часть, Long Sleeping Parkour. Но, блин, из-за того, что я... Ну, из-за того, что просмотров набралось дальше так много, по-моему, мы за неделю набрали еще 1000 просмотров. То есть мы перешли уже к 2000. Я такой понимаю, то, что вот у меня на канале я только сделал ролик на 1000 просмотров, а мне надо сделать еще и на 2. Я такой, зашибись. Сейчас временно, видимо, производство других роликов пока приостановлю. И все. Потом в этом же месяце, ну, в августе, у меня неожиданно еще 1000. Я такой, ну, простите, ребят, но, блин, дайте мне тоже чуть-чуть отдохнуть. Да, потому что создание таких роликов, как ролик где-то на полчаса, как ролик на час, а то и больше, ну, это плюс 4 дня. В некоторых моментах плюс 2, плюс 3, окей. Потому что это ролик получается, ну, на сколько? На 2, на 3 часа, а то и больше. Вот, соответственно, мне нужно было время. Мне нужно было время, чтобы в себя прийти, чтобы все это сделать, особенно когда у меня произошел отток на канале неожиданный. То есть я вот выпускаю первый ролик, он у меня не залетает, второй ролик, он у меня не залетает, третий ролик, он у меня не залетает. И потом я такой, ну трындец, чё. И все это произошло за неделю. Ну, да, за неделю у меня вышло там 3 ролика. РФВ, Skyline Parkour 3 и какой-то еще ролик. Если я не ошибаюсь. Могу... Ну, либо это Long Sleeping Parkour, либо это какой-то другой ролик. И чё? Я такой думаю, ну надо дать себе месяц, чтобы выдохнуть, чтобы чуть-чуть прийти в себя. Потому что я очень сильно такой... Надо прийти в себя, я выгорел чуть-чуть. Мне надо в себя прийти, надо все сделать. Все я сделал. Второй момент. Это когда я просто такой, то что, окей, я хочу уже лечь спать. Такой смотрю на свой канал.
А там 20 подписчиков. Я такой, спасибо большое. Или сколько там? Да, 20 подписчиков, все верно. Я просто не ожидал. Я наврал. Не 3 момента. 4. Потом 10 подписчиков. Ох. 10 подписчиков это на самом деле произошло в тот день, когда меня наконец просто не забыли. Мне просто с одной стороны прилетело прям очень хорошо. И прилетело как? Не то, что там пощечина, удары и так далее, не. Прилетели поздравления, за что я очень был благодарен. Вот. Я такой прихожу на работу, думаю, ну поздравили меня или нет, оставили мне какой-нибудь подарок или нет. А то в те года про меня либо забывали начисто, либо подарка не было. Окей, прихожу, там подарок есть. А я на тот момент еще и, по-моему, ну какой, 4-й месяц, по-моему, выходил. Ну, просто я любил либо выходить без выходных, либо выходить пораньше и работать побольше. Сейчас, да, сейчас я понимаю, то что из-за того, что я не учусь, мне надо, ну, типа, про выходные, про работу в выходные я могу иногда забывать. Типа, отстаньте от меня, пожалуйста. Мне надо тоже передохнуть, особенно когда у меня работа составляет не 3 часа в день, а все 9. Иногда, ну реально 9. То есть, ну, без перерывов. Да, это было так. Дальше, что еще было? 10 подписчиков. Я прихожу домой. Смотрю YouTube, бам, а у меня оказывается 10 подписчиков. Я такой, зашибись, меня поздравили везде, где только можно. Это было 23 февраля. Мне так было на самом деле весело и хорошо на тот момент, что, блин. Мы, кстати, еще и ролик с Гайером тогда записали, накануне. То есть мне надо было записать просто голос. Потому что записать там мы ролик записали, вот только у меня с голосом были проблемы. Опять же, потому что, типа, я люблю иногда записывать ролики, когда я болею. Когда я болею, когда у меня голос, нема. Вот. Потом 40 подписчиков. Ох, это было сложно. Начну с ролика, потому что, да, думаю, на самом деле можно об этом сказать. Что я планировал? Я планировал сделать прохождение Майнкрафта в хоррор-сборке. Но, блин, это... Я данный ролик не то что не снял. У меня он был, конечно, чуть-чуть снят, но я такой, извините, я обтекался на тот момент настолько, то что... Не, спасибо, я даже такое выкладывать не буду. Потому что, ну, во-первых, это было уже не похоже на прохождение, а во-вторых, оно было настолько хардкорным, хорроровым, еще и сверху там еще что-то было, то что, извините, я пас. То есть, ну да, мне это было сложнее всего. А какой твой самый популярный видеоролик и почему он стал таким успешным? Ух ты ж. Изначально я такой, типа, смотрел, ну, у меня, оказывается, это перезалив был. Типа, там по сокровищам. До этого это были скины. То есть, ну, это такая тройка лидеров. Ну или нет, даже не тройка лидеров. А то, что до этого у меня был
сначала один ролик, который залетел успешно, а потом второй ролик, который также залетел успешно. Первый ролик был вообще типа, я не то, что в данном ролике происходило, а то, что у меня в тот день было. Я тогда пошел в аквапарк, чтобы отдохнуть. Но угадайте, где я весь отдых просрал? Правильно, на работе. Потому что меня позвали, типа, мол, вендор, выйди, пожалуйста, на смену. Нас там опасно. Я такой думаю, ну окей, если я выйду с своего выходного, ничего страшного не будет. Поверьте мне, будет. Потому что я был настолько, на самом деле, уже в себе замкнут, и мне было хреново до такой степени, то что я... Блин, извините, но я просто понимал, то, что, видимо, я зря пошел на работу. Мне надо было оставаться дома и отдыхать, а не выходить на смену. Увы, но данный момент я просто упустил. И все, я просто просрал аквапарк полностью. Ну, впечатление от аквапарка. Но помните, если вы куда-то ходите, особенно в выходной, и никогда не выходите в этот день на работу. Иначе это понесет последствия. Особенно если у вас это связано с каким-то стрессом. Будь то большое количество заказов, или же это что-то в виде, ну, кто-то в виде начальства. Окей. Дальше. Второй ролик, который неожиданно для меня стал таким успешным, это перезалив в сентябре. Я такой, это как-то было неожиданно, это было приятно. Но я понимаю, то что, а зачем? Ну, типа, окей, данный ролик был вторым на канале, если что. И он до сих пор набирает охваты. На момент записи ролика он имеет где-то 670 просмотров. Это там с сокровищами связано за 5 минут. Ну и первое место это ролик по скинам с Колизеем. Я не знаю, что привлекло. Либо подача, либо то, что там был ютубер именно этот. Либо то, что Колизей. Я вообще не знаю. Если Колизей, ну, блин, окей. Значит, это, видимо, пока вот так вот, пока что. Если это ютубер, тоже сложно, особенно когда я не буду повторять никаких ютуберов. То есть вот в скинах вы то, что видите ютуберов, все, они остались там. Я их больше пока повторять не буду. Хотя, не знаю, я пока делаю еще кое-что по скинам. Там, наверное, только 1-2 ютубера будут повторяться. Не более. Вот. Но то, что там произошло, я вообще не понял от слова совсем. 1000 просмотров, я такой, типа, а как так? 100 тысяч показов. Я в афиге. Я просто понимал то, что... А как? Как мне это сделать? Типа, дайте мне кого-нибудь, я просто сделаю это. И все. Будет все супер. Дальше. Ну... Дальше я вообще ничего не понял. Окей. Это были 3 ролика, которые реально, которые сделали так, то что я понял. У меня контент наконец может как-то развиваться. За что огромнейшее вам спасибо, наверное. Потому что на тот момент я выпускал ролики просто, ну, типа, для вас, окей. Мне это было сложно чуть-чуть. Какие твои самые большие достижения за год? Что ты считаешь самым важным?
Начнем с, наверное, не самого хорошего. Это то, что я, получается, ну как это сказать? Так или иначе, я изменил общение с, ну, почти с каждым человеком. Потому что в той или иной мере я буквально, ну, ругался с ними. И либо это было связано с тематикой того, что человек лез за пределы моих личных границ, либо это касалось того, что происходило со мной еще, ну, с детства. У меня есть некоторые психологические травмы, которые были в детстве, но о них говорить я не могу, потому что они затрагивают тему того, что у нас запрещено в РФ. Спасибо. Я не хочу, чтобы мне прилетало потом по шапке. Дальше. Наверное, то, что я считаю таким еще более важным, это то, что я окончил учебу. У меня был один момент, когда я просто такой, то что, ну все, извините, да, это 4-й курс, да, я все понимаю, но я буквально опускаю руки, я омываю руки, и я все, я отчисляться. Потому что на тот момент это было, для меня это было чуть-чуть обидно, когда ты приходишь просто на пары, а тебя кто-то задевает. Изо дня в день. Я не был человеком, который был изгоем, но я и не был человеком, который строил какую-то группировку. Нет, я им не был. Я был человеком, который был вроде как и дружелюбным с другими людьми, но в то же время и получал пощечины. Моральные. И так, ну типа, в жизни было дофига раз. Поэтому, если ты вдруг смотришь это видео, и если у тебя происходят такие моменты, знаю, я через это прошел. И единственное, что я тебе советую, забей на них на всех фиг. Огромнейший фиг. Иначе у тебя вообще ничего не выйдет. Не принимай ничего близко к сердцу. Просто забей на всех. И оставайся собой. Это будет, наверное, одно из того самого важного, что у нас еще осталось. Ну и по поводу канала, я набрал 8000 просмотров, это супер. То есть, если до этого у меня даже 1000 не было, с самого начала года, это было... Ох, ну даже 500 не набирало. Даже, по-моему, соточки не было. То да, я набрал, ну, 7000 точно за глаза и за уши. Буквально за этот год. А все почему? Потому что я свой контент изменил настолько, насколько не менял его вообще никто. И это было круто. Так, а дальше. Какой твой любимый трек, который тебе удалось снять? Как ты его освоил? Пара-пара-пам. Наверное, прыг с разбежкой. Или прыг с полетами, как на релике это было. И это было... Ну, блин, прыг с разбежкой это было еще не с самого начала. Прыжки по деревьям тоже были не с самого начала. То есть я такой мало-помалу, но обучался также еще и другим навыкам паркура. Окей. А что тебе нравится в создании контента и его популяризации? Что ты имеешь в виду по поводу популяризации? Ты имеешь в виду того, что как он набирает свой рост и свои охваты? Ну, я думаю, то, что ему нужно бы
ему нужно было набирать свои показы. Вот показы есть, еще что-то и так далее. Создание контента, монтаж. Я безумно люблю монтировать. Да, я понимаю, что мне иногда надо от этого отдыхать, но так или иначе. Как ты выбираешь карты и локации для видео? Есть ли у тебя любимая карта? Спрашиваешь. По-моему, скины, там по скинам, я не знаю. Да, это, наверное, Райм, это первое. А второе, я не знаю, могу ли я это говорить. Ну ладно, спойлерну вам чуток, если данный ролик еще не вышел. Это ролик с Клаусом. И он получился настолько офигенным. И на самом деле эта заслуга не то чтобы моя была, эта заслуга была того человека, который подал мне идею вообще как-то создавать ролики по скинам. То есть данный человек мне посоветовал то, что делай какие-то еще испытания, делай сложнее испытания. Это единственное, что я могу спойлернуть. Дальше вы все увидите в ролике. Но ролик получился потрясающим. Как проходит твой рабочий процесс? Если ты имеешь в виду основная работа, ну как? Я прихожу на работу, я работаю. Я либо отдаю заказы, либо либо принимаю их. И иногда бывает, что я еще и на кухне что-то делаю. Окей. Если ты имеешь в виду по поводу роликов, это по-разному. Я сначала записываю ролик, потом его изначально монтирую, чтобы его нормально озвучить, чтобы я не путался в монтаже с этими словами. А мне надо вот то оставить, мне надо это оставить, а мало ли что, мало ли вдруг. И, соответственно, потом я озвучиваю просто ролик и монтирую его финально. Ну а потом вы видите ролик таким, какой он выходит. Как часто ты снимаешь видео? Ох, по-разному. Я могу за день как 5 роликов снять, так и за месяц вообще ни одного. Ну, типа, у меня очень много роликов, окей, значит, я могу чуть-чуть дать себе форы. Какие у тебя ритуалы? В каком плане? Я просто встаю, я такой, ну, типа, окей. Даже если у меня что-то плохое в жизни происходит, я могу взять, я могу записать ролик. Да, это не касается разговорных роликов, потому что это будет сложно, но да. Если только это, не очень сильно болячка. Как, к примеру, в декабре того года пневмонии. И то, по-моему, я даже тогда записывал, умудрялся записывать ролики. Какие форматы видео тебе нравятся? Давай перефразирую, потому что у меня на канале выходят только большие ролики. Только длинные ролики. Какие рубрики мне нравятся? Мне нравится больше всего с точки зрения того, что креативность это скины. Если с точки зрения моего такого общения и моей живости, так сказать, это реакция. Также я еще люблю иногда писать треки, это да. А если с точки зрения того, что я меньше трачу времени на то, что как-то создавать карты и так далее, это Minecraft и сайт, естественно. Про РВ, я думаю, говорить не надо, потому что по РВ это не только то, что тебе не надо ничего тратить. Так, иногда бывает то, что я потрачу какое-то время, какие-то средства на это, окей, это как было с окупаемостью кейсов. Нет, я имею в виду другое. Я имею в виду того, что время. Я могу там как по поводу донатов, могу еще что-то.
там идей дофига. Но просто джампшута, я понимаю, я не вывезу. Почему ты создаешь обучающий контент? А кто говорил, что я создаю именно обучающий контент? Скажите мне, пожалуйста. Может, я чего-то не знаю? Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Какие советы ты можешь дать новичкам по поводу выбора мест для тренировок и съемок? А данного я тоже не могу сказать. А что, так можно было, что ли? Какие паркур-карты ты рекомендуешь новичкам? Тренировка паркура с модом. Потом... Ну, паркур мастеров, паркур бай Хаки 12 и все. Паркур бай Extra Maps. Тоже вот. Что первая, что вторая часть. Идеально. Это для новичков, ну, подойдет. Да, не все уровни, но подходит. Также, если вы хотите прям очень сильно прокачать свои скиллы, это лонгцикл паркур. 1000 уровней. Вот это поворот! Есть ли у тебя какие-то необычные привычки во время записи видео? Да даже когда я записываю ролики, даже когда я их озвучиваю, я иногда люблю включать музыку. Вы этого не слышите, но я прекрасно слышу какой-нибудь трек, и мне становится ну реально круто. Какие советы ты бы дал новичкам, которые только начинают осваивать паркур в Майнкрафт? Не идите сразу проходить сложные уровни. Вас... Ну... Вы потом поймете, почему. Потому что... вы будете накручивать себя, вот почему у этого автора получилось, а у меня нифига не получается. Начни с малого. Это мой тебе дружеский совет. И все, и дальше ты сможешь просто отдохнуть. Дальше. Может, есть какие-то хитрости или базовые трюки, которые стоит знать? Монтаж. Но монтаж и так ты должен знать, даже если какой-нибудь еще ролик записываешь. Не по теме паркура. А так, на записях, на съемках будь с собой, не бросай создание карт и старайся не особо много читерить. И будет все окей, будет все супер. Есть ли у тебя есть ли у тебя любимые книги или ресурсы, которые помогли тебе на старте? На старте мне помогло только, опять же, только 2 ютубера. Все. Ну и плюс еще то, что я отвлекался от проблем тем самым. Да, это мне помогло. Может, посоветуешь что-то начинающим игрокам? Я уже говорил. Не иди в гору. Иди потихоньку, постепенно. Кати сначала маленький камень, потом иди дальше. Все крупнее, крупнее, крупнее камень, и все. И ты сможешь создать контент той сложности, которой ты хочешь. Но это приходит со временем. Так что не надо делать то, что там хочешь, не хочешь, надо. Окей. Как улучшить координацию и баланс? У тебя есть какие-то упражнения, советы, которые реально работают? Координация, баланс. Ну, чтобы приходить в себя, единственное, что у меня есть, это то, что я люблю записывать ролики иногда. Это все. Как выбрать карты для тренировки паркура? Я делаю как? Я делаю Minecraft Inside. На что обращать внимание, чтобы не тратить время впустую? На то, что я не говорил вообще не читерить. Я говорил поменьше. Поэтому смотри на переключатели режимов. Если он не работает, ну извините, это пас. И что еще? Сейчас вспомню. Да, там еще что-то было.
сетевая ли эта игра или нет. У меня было и такое. Я просто захожу на карту, а там... Это были прятки, оказывается. А почему они были в паркуре? У меня очень хороший вопрос к разработчикам карты. Ну как, не к разработчикам, а к дистрибьюторам данной карты. Это не паркур. Там паркура нету. Это сетевая игра. Вы измените там как-то категорию, окей? А то это подходит на то, что типа, вот я хочу, чтобы вендор сыграл с кем-то, окей. Ребят, даже если бы я и хотел, поверьте, у меня не всегда есть время, чтобы как-то совпадать с другими. Поехали дальше. Как ты общаешься с подписчиками? С подписчиками я общаюсь, ну как, 50-50. Да, бывают дни, когда я промолчу. Бывают дни, когда я просто такой, что окей, я отвечу, все супер. Но если это какой-то хейт, прям очень серьезный, типа мусорный контент или удаляй канал, ну там увидимся потом, когда-нибудь, когда я смогу это все перерасти. Что тебе больше всего нравится в общении с ними через комментарии и сообщения? Как ты справляешься с негативными отзывами? Опять же, у меня есть никогда, я не хочу ни на что отвечать, это был сентябрь. В сентябре это было, по-моему, ну только середина сентября, когда я кому-то ответил. Как я справляюсь с негативными отзывами? Иногда это удаляю. Ля ты крыса! Иногда я просто могу, ну, там что-то ответить, но не так, чтобы прям сильно. Как ты находишь единомышленников для совместных проектов? Единомышленников для совместных проектов. Ну, начнем с Гайера. С Гайером я работаю. Там еще один человек, тоже работаю с ним вместе. То есть, ну, это происходит через личное взаимодействие. Какое удовольствие тебе приносит сотрудничество с другими ютуберами или паркурщиками? У меня такого не было еще ни разу. Прям вообще ни разу. Была попытка с кем-то посотрудничать, но опять же, дайте мне время отдохнуть от работы и время, когда дома минимум людей, то есть только я один, и я скажу вам спасибо, я сниму с вами ролик вообще какой хотите. Дальше. Как ты используешь соцсети для продвижения своего канала? Да никак. Я просто в Телеграме веду свою жизнь, все. В основном. Вот у меня это произошло, то произошло, окей. А на что стоит обратить внимание новичкам? Новичкам стоит обратить внимание на то, что не ведите телеграм-канал с самого начала. Иначе можете выйти из колеи прям очень сильно. Потом. Ведите YouTube канал столько, сколько, ну, типа, выкладывайте ролики столько, сколько вам нужно. Раз в месяц, раз в неделю или 2 раза в неделю, это не суть. Потом уже, когда иногда, даже если у вас много роликов, в конце года можете их просто выложить. Типа день за днем, окей. Там вообще без запросов. Дальше. Какие у тебя цели на ближайшие годы на 5 лет вперед? На 5 лет вперед сразу не скажу, потому что может оно не сбудется. На год вперед это то, что записать несколько треков, потом выложить ролик, ну даже выложить 100 роликов в следующем году, хотя бы набрать 100 подписчиков, это 100 пудов, а может даже и больше, может даже 200-300, я об этом не скажу. 1000 я точно не планирую, там, ну, не выйдет.
Ну и все. Насчет... А, переезд еще, да. И с военкоматом разобраться. Так, чтобы они мне наконец сказали категорию годности. Как ты определяешь успех своего канала? И какие метрики для тебя важны? Насчет метрик не знаю. Насчет успеха. Просмотры, показы. Если у вас контент очень хорошо набирает показы и просмотры, все супер. Если у вас набирает еще и подписчиков, тоже все супер. Ну, считайте, вы уже продвинулись куда-то. Как ты видишь будущее паркура в Майнкрафт? Популяризованным. Сомнительно, ну окей. Какие тренды и изменения ожидаешь увидеть в ближайшие годы? Честно, я за этим не слежу. Как думаешь, как это повлияет на игровое сообщество? У игроков появится возможность помимо помимо одного и того же, помимо прохождения Майнкрафта, иногда еще и выбирать тот же самый паркур, чтобы просто выдохнуть. Что для тебя значит успех на YouTube? Я уже об этом сообщил, я уже это сказал. Да ладно, да ладно. Какие новые инструменты, форматы считаешь перспективными для развития своего канала? Больше стримов. Это единственное, что я понимаю. Ну, что я думаю. Какой трюк или элемент паркура тебе особенно нравится выполнять? Прыжки с разбежкой. То есть не так, что прям с разбега, а там то, что на первый блок, потом на второй, и все, это добрался. Что для тебя значит паркур Майнкрафт? Прохождение каких-то препятствий. Прохождение препятствий и при этом еще и как раз таки по прыжкам через блоки. Как относишься к соревнованиям? По-разному. Если это касается каких-то рубрик, ну, каких-то соревнований, в которых я не особо разбираюсь, ну, они меня не интересуют. Извиняюсь. Если касаемо паркура, ну, блин, я предпочитаю все же сам снимать. Помимо паркура, что тебе еще нравится в Майнкрафт? Я иногда могу просто отвлечься и записывать, ну, не записывать, поиграть на лирике. Попроходить просто обычный Майнкрафт на выживание. Это мне особо нравится. Какой режим игры предпочитаешь больше всего? Режим выживания и режим приключения. Кто или что тебя вдохновляет на крафтовом обществе? Опять же, с момента вхождения в YouTube, это, наверное, Домер и Беф. А если так, просто, ну, это еще, наверное, Зенни. Я не могу говорить, кто это, но намек на него я уже оставлял в саундтреке «Новый год удачи принесет». Я не могу, к сожалению, произносить имена тех, ну, по крайней мере, я и для себя считаю это не особо приемлемым, когда я кого-то просто считаю то, что вот можно их имена даже называть. Мы не называем его имени. На моем канале не особо. Пока я не набрал хотя бы 1000 подписчиков, то же самое. Дальше. Какие ютуберы тебе особенно нравятся? Это я уже ответил. Домер, Зенни, Беф. Какая музыка сопровождает тебя во время игры и записи видео? Абсолютно разные. Я просто, беру Яндекс Музыку и делаю. Надеюсь, это не реклама. Потому что за рекламу мне никто не платил. В чем ты находишь главную ценность и удовольствие от создания контента? Создавай его так, как хочется. Но при этом не забывай про зрителей. Что тебе нравится больше всего в работе с аудиторией? То, что ты можешь записывать не только какие-то ролики по паркуру, еще что-то, а ты можешь записывать даже обычные разговорные ролики. То есть, к примеру, вот у тебя какое-то достижение произошло в жизни, там, не знаю, ты закрыл кредит. Окей, все супер. Как ты справляешься с трудными участками на картах? Ну, блин, с 100-го раза я их прохожу. Нихуя не понял. Ну, очень интересно.
Какие страхи испытываешь при выполнении сложных трюков? И что помогает тебе сохранять мотивацию? То, что я вылечу с карты. И все. И то, что у меня ролик по итогу пойдет в мусорку. Ну, а что мне помогает сохранять мотивацию? Я просто понимаю, то, что записать-то мне его надо до конца. Расскажи о самых ярких моментах из своей практики. Какой эпизод вызвал у тебя самый искренний смех? Наверное, то, когда я просто такой прихожу к Бефу и доначу ему. Когда я ему задонатил перед стримом, он просто это говорил, он на это отреагировал, и это был искренний смех от всей души. Я никого не хотел задеть, но, блин, это на самом деле было смешно. Было смешно то, что это был я, да, наконец-то. Я хоть кому-то зашел на стрим и так сделал. Все супер. Были ли смешные комментарии от зрителей? Нет. Но, типа, даже если и были, то я их, по крайней мере, не помню. Нет. Что изменилось в твоем стиле или подходе к созданию видео за последний год? Многое. Я изменил превьюшки, я изменил аватарку, обложку. Я все сделал, я также еще и над названиями теперь стараюсь. Ну и монтаж, естественно. В реакциях, к примеру, я теперь добавляю, что было в ролике. Майнкрафт Инсайд я не знаю, стоит ли это добавлять, особенно когда это просто... Ну, блин, это мои прохождения. Окей. И скины. То есть скины я начал тоже потихоньку, да, полегоньку все это наворачивать. Как ты восстанавливаешься после долгих игровых сессий? Сплю, кушаю и работаю. Все. Какой способ отдыха для тебя самый приятный и эффективный? Сон. Плюс иногда с кем-то поиграть. Что изменилось в своем стиле или подходе к созданию видео за последний год? То, что я начал некоторые ролики просто делать так, чтобы они вышли хотя бы. То есть я делаю все возможное, чтобы из ролика у меня что-то было. Если бы ты мог вернуться на год назад, что бы изменил в своем канале? Озвучку и превьюшки. Тогда бы все было по-другому. Тогда бы у меня контент хоть как-то начал взлетать. Как ты видишь потенциал паркура не только в Майнкрафт, но и в реальной жизни? В реальной жизни, если бы вы знали, какой я на самом деле иногда активный. Я люблю побегать, я люблю попрыгать. И это на самом деле самое главное. Какие навыки ты хотел бы развить в игре? И как, по-твоему, паркур помогает в прокачке физической силы? Слишком много вопросов. Единственное, что скажу, то что мало-помалу я просто прохожу с сложного уровня. И все. Хороший вопрос. Хороший вопрос! Ну, пойди. Как физическая подготовка влияет на твой подход к паркуру в Майнкрафт? Я не знаю, как на это ответить. Но мне на самом деле как-то так. Давай по новой, Миша, все хуйня. Какие советы можешь дать по поддержанию формы и избеганию выгорания? То, что не всегда контент должен иметь особенные какие-то просмотры. То, что после популярности, после того, как у тебя ролик взлетел на 100, на 200 просмотров, у тебя будет и такое, что он бац, резко начал набирать 20 просмотров. Бац, резко начал набирать 10 просмотров. Также еще то, что не стоит ругать себя иногда на монтаже,
особенно когда у тебя съемки были. Ну, да, окей. Просто делай, и все. Какие перспективы видишь у паркура как вида спорта, особенно среди женщин? Я не говорил то, что паркур это вид спорта. Это в игре так и все, это не больше. Есть ли у тебя любимые видеоигры, связанные с паркуром или акробатикой, кроме Майнкрафт? Связанный с паркуром нет. А так еще, ну, недавно появился StarCraft. Все. Какие источники вдохновления ты используешь для создания новых карт и трюков? У меня есть один человек, который мне в этом помогает. Давай перейдем к вопросам, касающихся твоих треков. Давай. Как ты создаешь свои треки? Я просто понимаю то, что я вот хочу. Я хочу на какую-то тематику поговорить, особенно если приходит какой-то момент, я такой. Надо бы создать. Надо бы собрать все, что я имею на данный момент. И на самом деле рассказать об этом. Так и на самом деле и создал паркурный ритм лета. Новый год удачи принесет тоже вышел, ну, больше из-за того, чтобы я дал о себе знать. То, что вот я живой, я никуда не пропал, все супер. После пропажи все супер, окей. Я пропал не потому, что вот я выгорел. Я вернусь. Но когда это будет дело временем. Потому что на тот момент мне надо было еще закрывать кредит, помимо этого. Что обычно наталкивает тебя на новые треки и видео? На новые треки, ну, на новые видео я уже сказал. На новые треки, то, что я сам хочу это сделать. Я очень сильно хочу это сделать, и я понимаю, что, ну, данная тематика, она уже пришла, или скоро придет. Тогда я такой. Работаю? Работаем. Как подбираешь слова для песен? Сначала я подбираю бит, потом я подбираю сам текст песни. То есть Новый год удачи принесет, к примеру, так и произошел, как и паркурный ритм лета. Какие образы символизируют дальше за говорившим псом? Удача появится, и пес говорит. Это намек. Я не могу сказать, какому ютуберу, это намек. Это буквально намек к этому ютуберу. Все. Паркур истины. Все паркуры с вами пройдем, все скины найдем, их тоже пройдем. Паркуры. Я уже понял, про что ты хочешь мне сказать. По поводу либо паркур... Ну, по поводу и паркурного этого ритма лета, и по поводу Новый год удачи принесет. Скины. Мы все паркуры с вами пройдем, все скины найдем, их тоже пройдем. Паркуры. Там это было то, что да, мы пройдем с вами паркур карты. Я выложу роликов побольше. Скины то же самое. А также врученная корона. Чили корона, но я отложил и хочу я сыграть на ноте ютуба. Вручили корону, но я отложил, ведь хочу я сыграть на ноте ютуба. Приключения подождут, ведь иду я по паркуру, сколько дней бы не прошло, но я также жив и цел. Скоро узнаете, когда наберете 1000, естественно. Это тоже намек, такая заброшенная удочка. И эта заброшенная удочка сработает. В чем основная тема песен Новый год удачи принесет и паркурный ритм лета? Паркурный ритм лета это то, чтобы подвести итоги того, что происходило со мной на самом деле. Новый год удачи принесет тоже, ну типа, блин. Мне надо было подвести итоги, мне надо было как-то что-то сделать, и все. Какие проблемы имели в виду в паркурном ритме лета?
ушло, проблемы закрыты, но знаю я точно, что вы меня ждали. Сложно признаться, но это не выдумки. Много проблем было в этом году, но на паркуре я всех без проблем. Но подарка мне не надо. Закрытие кредита в основном. И почему выбрал такие начальные фразы? На самом деле там и с Гайром были проблемы. И то, что у меня в жизни было не все так хорошо и сладко, как хотелось бы. Да и с военкоматом тоже до сих пор, к примеру. Ну и с учебой, куда же без этого. Я просто такой, типа, зашибись. Я либо сейчас отвалюсь, либо будет что-то печально. Ну и чё, и вы думаете, я выгорел? Нет. Какие реальные события и переживания вдохновили песню «Новый год удачу принесет»? То, что я переживал, то, что про меня реально, ну, кто-то да забудет. Также еще помимо этого, это то, что Новый год... ну да, Новый год как раз таки. Вот Новый год на носу, надо бы сделать какой-то подарок вам. Особенно после моей пропажи, надо что-то сделать. Я сделал сразу 2 ролика и трек. И еще я собирался еще 31 числа, 31 декабря 2024 года выпустить скин Бефа. Но случилось так, что ролик я записал, но с озвучкой там произошли некоторые траблы. Какие важные изменения и трудности пережил и как они повлияли на творчество? Закрытие кредита, изменение моей коммуникабельности с кем-то и все. Как они повлияли на творчество? Честно, я просто высказал, и все. То, что вот это у меня случилось. Мне просто надо было с кем-то поделиться. Что для тебя значит фраза типа «поверь в это скорей, все проблемы хочу решить». Все проблемы хочу решить я, чтобы потом вернуться свободным, жить и быть целым. Ага, все в жизни пучком. Новый год удачу принесет. Только ты, друг мой, поверь в это скорей. Все проблемы хочу решить я, чтобы потом вернуться свободным. Сколько дней бы не прошло, но я также жив и цел. Ролики набирают, кредиты закрыты. Я переехал и все в жизни пучком. Поверь в это скорей. Если я не ошибаюсь, это было насчет того, что я хочу вернуться. Или же насчет этой свободы. Как-то так. Все проблемы хочу решить я. То же самое. Я хочу решить все проблемы, чтобы вернуться наконец-то. Жить и быть целым. Ну, то есть, проблемы меня не сдавили. Они меня не задавили морально. Я не стал человеком, которому вот все, мне пофигу. Я хочу послать их нафиг, я хочу остаться на плаву и все. И больше я ничего не хочу. Все в жизни пучком. Ну, когда у меня проблем нету, естественно, все в жизни пучком. А как иначе? То есть у меня все в жизни налажено, все супер. Как видишь роль дружбы, совместных моментов и хобби в преодолении трудностей? Роль дружбы, блин, честно, если бы меня не подборил в то время друг, когда у меня появился кредит, я, наверное, замкнулся бы в себе окончательно. На что ему спасибо. Совместные моменты и хобби. Хобби, то, что я снимаю ролики, это помогает мне как-то выпустить пар иногда. А вот насчет совместных моментов, я люблю иногда пообщаться.
ты мне это никак не запретишь. Если надо, я хоть останусь до 12 ночи. Но я буквально свою проблему пережую, я все это сделаю, я отойду от своей проблемы, и только потом ты от меня что-то получишь. Не раньше. Дальше. В чем сила единства и взаимной поддержки? В том, что ты... Ну, в том, что если вы едины и у вас есть взаимная поддержка, вы любую проблему сможете решить. Как относишься к идеям? Не сдавайся, их это поменьше. Их это поменьше, как 72 круги. Пусть закончится сразу, мы все рады здесь будем. Не сдавайся, ты все сможешь, да, и знаешь, что я до сих пор тут. Хейта поменьше, это, ну здесь я могу сказать, это, наверное, отсылка на Нелла. На Нелла, на Домера, потому что они... Ну как, не то что... Но то, что я слежу за Ютубом. Я слежу иногда за ютуберами, и когда я такой вижу... Раз в конфликт, два конфликта, а там еще и подключается Фанси, Зенни и так далее, Беф еще, Пухляш. Я такой, офигеть, спасибо, огромнейшее спасибо, но зачем? Можно было бы решить это все по-другому. Сейчас у Домера есть еще одна проблема, и я желаю ему, чтобы он ее поскорее бы решил. Вот прям реально. Не сдавайся. Какие проблемы бы тебя не окружали, просто оставайся собой. Сделай так, чтобы вот ты решил все проблемы, все супер. И при этом ты еще и не сломлен. Все окей. Я знаю, как это сложно. Я понимаю. Это возможно иногда и сложно, особенно когда ты один. Особенно когда тебе никто не помогает. Когда ты просто такой, зашибись, мне просто надо кому-то выговориться. Когда у тебя на работе что-то завал, когда у тебя в личной жизни завал, когда ты просто понимаешь, что бы ты ни делал, все идет к черту. Просто оставайся собой, забей на них всех. Оставайся тем человеком, который хочет решить проблемы. Хочет их решить и делает все для этого. Все возможно. И не ломайся. Оставайся морально тем же человеком, каким ты и был. Если ты и меняешься, меняйся только в лучшую сторону. Nice. Как они помогают в жизни и творчестве, и почему считаешь их важными для других? Я уже сказал. Оставайся собой. Не сдавайся. Все проблемы тебе нужно решить. А также еще то, что не все в этой жизни нужно принимать близко к сердцу. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. В чем особая роль праздников для человека? Какие ключевые уроки из жизни хотел бы передать молодому поколению? Ну, то, что надо отдыхать, и все. Какие ключевые... ну это я уже сказал. Отдыхайте побольше, но при этом работайте. То есть, не должно быть такого, как недавно это было. Что там? Я не помню трек. Базовый минимум. Я смотрю такой шорт. Спасибо. Очень приятно. Главное, чтобы это кому-нибудь не попалось, кто в это прям реально верит. И все. Новогодние традиции, символы и ожидания. Какие у тебя новогодние традиции? Скушать оливье, на самом деле, на Новый год, это было прекрасно. С кем-то провести Новый год тоже супер. Подарки тоже окей. То есть у меня нету каких-то особенных традиций, максимум, только иногда оливьешки поесть. И все. Что символизирует подарки под елку, тепло на душе и какой Новый год из детства запомнился больше всего?
Про Новый год из детства у меня такого не было, чтобы я какой-то Новый год запомнил. Возможно, это просто что-то у меня не так было. Впрочем, это уже совсем другая история. Тепло на душе. Забудь все проблемы в этот день. И просто празднуй Новый год. Забей на них. Пусть эти проблемы остаются на следующий год. Но ты останешься таким человеком, каким ты есть. Проводи время с близкими. И все, и у тебя будет реально тепло на душе. Подарки под елку. Но, к примеру, у тебя есть те же самые Дед Мороз и Снегурочка или какие-нибудь родители, и они могут тебе что-нибудь подарить. Вот, у тебя подарки под елку и есть. Особенно, когда... Ну, в основном я это встречал только в фильмах, а так иногда это хорошо бы встречать и в жизни, когда все подарки прячут под елку, никто не смотрит, где чей подарок, а потом вместе, дружно, вам раскрывают все подарки. Это было бы на самом деле той самой традицией, какая бы понравилась бы абсолютно всем, я думаю. Как воспринимаешь Новый год как рубеж? Это означает то, что все, год проблем закончился. А вот что нас ждет в этом году? Ну, блин, мы это пока еще не знаем, но возможно скоро и узнаем. Кто знает. Что ждешь от наступающего года? Почему считаешь его новой возможностью? Какие перемены ждут мир? Я не могу говорить про мир. Я не могу говорить... Я не буду говорить на данном канале про политику. Развлечение это отдельно. Политика это отдельно. Поэтому перемены, какие ждут мир, я не буду говорить. Скоро узнаете. Я типа думаю, что все к этому и ведет. Окей. Что ждешь от наступающего года? То, что данный год будет лучше. Будет он лучше для всех. Абсолютно для всех. Вот мы все хотим то, что все счета оплатят, все долги нам просят, значит в следующем году оно так и будет. Если мы хотим то, что вот все, то, что хейта поменьше, значит надо близиться к этому. Надо к этому двигаться. Какую роль играет музыка в новогоднем настроении? Ну, блин, Новый год. Значит, тебе надо и отпраздновать его как-то по-новогоднему. Тебе надо... Ну, иногда для меня, для создания новогоднего настроения играет именно музыка. Новогодняя. Что посоветуешь тем, кто хочет встретить праздник с радостью и позитивом? Встречайте его с теми, с кем хотите. Главное, только учтите, чтобы вы могли совпасть. Чтобы вы реально встретили этот Новый год вместе. Будет обидно, если ожидания не оправдывают. Не так ли? Пацан к успеху шел. Не получилось, не фартанул. Какие эмоции хочешь вызвать у слушателей в песне «Новый год удачи принесет»? То, что... Вот, я скоро вернусь. Просто подожди чуть-чуть. И ты все увидишь, ты все узнаешь. Какую реакцию ожидаешь от слушателей после трека «Новый год удачи принесет»? Ну, то, что человек поймет. То, что, да, Новый год это все супер. Все круто. Особенно, когда автор дал знать о себе. Не так ли? Какие чувства хочешь передать через музыку в этот Новый год? Единственное, что будет... Будьте людьми. Не относитесь к людям так, как не хотели бы, чтобы относились к вам. Да, я знаю, то, что у меня это тоже иногда не работает, но да. И еще кое-что. Не ведите себя по-скотски. Не ведите себя как дикари, как живодеры. Ну и все будет отлично, я считаю.
Именно к миру мы должны так или иначе прийти. К миру это не относится к политике, это относится к тому, что вот друзья, которые поссорились, рано или поздно они помирятся. Дальше. Что хочешь донести до слушателей через трек «Паркурный ритм лета»? Какие бы ты проблемы ни перешел, знай, тебе нужно оставаться тем, каким ты есть. Ну, наверное, все. Планы, мечты и будущее. Какие желания ты хочешь исполнить в новом году и что из прошлого года хочешь оставить позади? Кредиты и так далее. Я хочу еще оставить позади людей, с которыми мне не по пути, которые мне так или иначе жизнь испортили. Спасибо. Скоро обязательно увидимся, но не в следующем году. Спасибо, мне этого не надо. Максимум только, наверное, это с близкими, с какими-то, и все. А желание я хочу исполнить в новом году, это то, что добраться наконец до, ну хотя бы до 100 подписчиков. Будет уже круто. Ну и все. Еще работать почаще. Работать почаще не в смысле того, что там надрываться, а в смысле того, чтобы работа приносила кайф. Вот. Как ты смотришь на Новый год, как на время перемены исполнения желаний? Перемены они были, они и будут. Главное, чтобы они были оптимистичными. Желания то же самое. Главное, чтобы они исполнялись. Именно хорошие. Плохие пусть остаются в том году. Что, по-твоему, ждет нас впереди, какие надежды отражены в песне «Новый год удачи принесет»? С точки зрения меня, опять же, я все уже сказал, я не хочу говорить одно и то же по 100 раз. Насчет того, что вот новое, ну, типа, насчет слушателей, не думай то, что в этом году то, что было плохое, оно будет также в следующем. Да, оно, возможно, и будет, если там что-то не решено и так далее. Но забудь про это. На пару дней это забудь. И все. Расскажи о своих планах. Как видишь развитие карьеры в музыке и паркуре в ближайшие год и 5 лет? Я вижу это, ну, опять же, если ничего не изменится, если YouTube не запретят. Я вижу это как то, что вот я наконец напишу, свой альбом. Все будет хорошо, все будет замечательно. Кстати, паркурный ритм лета, он, ну, начал идти. Это первый трек в альбоме, я могу так сказать. Потом узнаете почему. В паркуре это то, что он будет популярнее. А вот свое то, что я смогу это пронести через толпу. Как говорилось у Бискоса, я не иду за толпой, я веду ее за собой. Что, по-твоему... Так. Пара-пара-пам. Какие изменения хочешь увидеть после выхода песни «Паркурный ритм лета»? И какие новые темы планируешь раскрыть в будущих композициях? В будущих композициях я не могу сказать, это будет спойлером, иначе. После выхода песни «Паркурный ритм лета», то, что написано на обложке, не сдавайся, ты все сможешь. Именно это я и хочу сделать. Чтобы люди не сдавались, чтобы они не были сломлены, чтобы все дела, все проблемы были преодолены от начала до конца. Какие личные новогодние пожелания, мечты, которые не попали в жизнь и хочешь реализовать в будущем? Чтобы я мог с кем-то записать коллабу. И, ну, именно из ютуберов. Ну и все. Паркур как часть жизни. Как занятие паркуром влияет на твое физическое и психическое состояние? Я отбрасываю все то, что со мной негативное происходило за день.
Ну, я думаю, что, в принципе, хватит. Чувствуешь ли ты в нем отдых? И что ты чувствуешь, когда проходишь трассу? Да, я чувствую отдых. И чувствую я, ну, иногда то, что я психую. Да, особенно когда я не могу пройти. Но при этом я понимаю, то, что так или иначе, но я отдыхаю от тех проблем, которые у меня на работе, от тех проблем, которые у меня в жизни, я отдыхаю. Что помогает тебе справляться с трудностями, как в паркуре, так и в жизни? Я уже сказал. Ролики, паркур и отхождение от этого именно там. А в паркуре отдых. Все. Что вдохновляет продолжать заниматься, несмотря на препятствия, и как поддерживаешь внутреннюю мотивацию? Показы, подписчики, комментарии положительные. Плюс еще и то, что меня подбадривают, еще и со стороны того, что вот, друзья знают об этом. Друзья, которые не будут над тобой хохотать. И которые не будут в тебя плеваться. А те друзья, которые тебя буквально будут вдохновлять. Тогда да, почему бы и нет. Какие моменты в истории твоего увлечения паркуром считаешь самыми яркими и значимыми? Наверное, то, что я вот в прошлом году ничего не видел, в мае 24 года, и реально там из СНГ ютуберов я очень мало кого видел с паркуром. В основном это были шорты. Все, окей. Сейчас же эта вся тема популяризована, наконец-то. Над какими навыками хотел бы поработать, чтобы выйти на новый уровень? Чтобы прыгать. Ну как, чтобы преодолевать все препятствия. Чтобы переходить через стенки, те же самые. Как ты воспринимаешь мнение других о твоем увлечении паркуром и насколько оно влияет на твою вовлеченность? Если это близкий, который мне говорит, то что иди-ка ты лесом, ты занимаешься фигней и так далее, ладно, окей. Пусть каждый думает по-своему. Я просто, типа, как занимался, так и буду заниматься. Но просто потом ты об этом узнаешь, не сейчас. Если это было бы что-то плохое, это окей. Но если это съемка роликов, где я вообще ничего не вижу такого плохого, почему бы и нет? Никто этого не запрещал. Даже если и запретит. А как? Как вы это сделаете? Отрубите мне интернет? Ну, пожалуйста. Только, мне кажется, это не поможет. А если это близкий, который прям рад за меня, ну, значит, я ему буду рассказывать почаще, что у меня вообще в жизни происходит, что у меня происходит с Ютубом. Главное, чтобы я с этим человеком почаще общался, и все. Насчет хейтеров то же самое. Если хейтер вдруг что-то забыл на моем канале, пожалуйста, твое мнение. Ты можешь меня как ненавидеть, так и любить. Честно, мне абсолютно пофигу. Взаимодействие с аудиторией и платформами. Почему выбрал YouTube для самовыражения и как оцениваешь свой годовалый канал? Что изменилось за это время? Выбрал я YouTube, ну, потому что я до этого уже снимал ролики. И на YouTube, и в ВК, и, по-моему, даже в Одноклассниках было, если не ошибаюсь. Но это было так, по мелочи. Плюс у меня на YouTube был канал с летсплеем. Я просто изменил некоторые параметры, и все. Дальше. Что изменилось за это время, я уже говорил. Как относишься к популярности и вниманию публики? И какие стратегии используешь, чтобы справляться с давлением аудитории? Ну, иногда я сбиваю на все болт. Иногда я даю себе отдыха.
А как отношусь к популярности и вниманию публики? Если это хорошее что-то, то есть не просто там хейт какой-то очередной, бога ради. Но, блин, это на самом деле у меня проходит так. Потому что я еще не смог с этим как-то справиться. Но я смущаюсь, когда обо мне кто-то говорит именно при мне же. Типа, это переходит так, то что... Пожалуйста, не надо. Я все сделаю, лишь бы не при мне. No, God! No, God, please, no! 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 Как реагируют на твое творчество близкие друзья? По-разному, я уже говорил. И какую роль играют соцсети и поклонники в твоей карьере? Честно, это вдохновляет меня продолжать делать такой же контент. А возможно даже и разговорный ролик какой-нибудь записать. Какой смысл вкладываешь в строки «Желаю вам везения в жизни»? Желаю вам везения в жизни. И здоровья также сказать, что нас всегда ждет. Ну, чтобы не было неудач. Каждый день с душой, каждый ролик с теплом. Каждый день мы проводим с душой. А каждый ролик мы встречаем с теплом. Это означает, что не надо все делать через одно место, надо стараться реально быть. Встанем с ноги. Каждый день мы встанем с ноги. Петухом споет свою колыбель. Чтобы настроение было хорошим. А не чтобы у тебя настроение весь день было плохим. Быть сумасшедшим. В хорошем смысле. Не скажешь, наверное, что я сумасшедший, но я знаю точно в паркуре я мастер. Тут то, что я занимаюсь этим иногда 24/7. Что они значат лично для тебя и как отражают твое мировоззрение? Да, честно, для меня они вообще, я говорю так, как я прохожу эту жизнь. Все. Поделись мыслями о своих песнях. Какая строка из Нового года удачи принесет, особенно дорогая, и почему? Опять же, да, это когда я все рассказывал. То есть, сейчас. Все счета нам простят, все долги нам простят, все счета оплатят, пусть дальше появится, и пес заговорит. Ну, это да. Что повлияло на решение завершить ее по желаниям тепла на душе? Будь собой и не сдавайся. Если бы можно было что-то изменить в тексте, чтобы это было? А зачем? Я не хочу ничего менять там. Что в паркурном ритме лета кажется наиболее близким? Как раз таки начало припева, даже нет, сам припев. Сколько дней бы не прошло, но я также жив и цел. Сколько бы дней не приходил я уставшим, но лишь одно меня здесь бодрит. Приключения подождут, ведь иду я по паркуру. Сколько дней бы не прошло, но я также жив и цел. Ну, вот это да, это естественно. Как отдых и сон влияют на твой творческий процесс? Были бы они у меня больше, было бы супер. Насколько важно восстанавливать силы, чтобы сохранять креативность? Иногда для того, чтобы какой-то трек написать, тебе нужно просто отбросить все проблемы, отбросить пока что ролик какой-нибудь там, огромный или нет, и продолжать заниматься. Дальше. Советы и наставления. Какой девиз хочешь передать своим слушателям? Не сдавайся.
Ты все сможешь. Ну и все получится. Какие советы ты дал бы начинающим паркуристам? Я уже говорил. Какой совет дал бы себе, если бы мог вернуться в начало карьеры? Не перегибай с озвучкой. У тебя сейчас проблема из-за того, что ты с озвучкой перегнул. Ты наткнулся на это просто из-за того, что вот у тебя озвучка хреновая. Все. Какие трудности преодолел в этом году? Закрыл кредит. Плюс еще, помимо одного человека, с которым я перестал общаться, это, наверное, Гайер, и который, ну, естественно, сам подошел извиниться. Я тоже как бы с ним поговорил, все супер, окей. Вот. Второй человек то же самое. Но только не та самая проблема, а другая, о которой он знает. Говорить что-то здесь, на данной площадке, я не буду. Мне такое не очень сильно по душе. Если захочешь, пусть сам расскажет, я этого ничего делать не буду. Я не хочу ссоры из СБ выносить. Что значит для тебя оставаться целым после сложных моментов в жизни? Означает быть морально живым. То есть морально тебе не надо, тебе не нужен психолог. Да, тебе надо отойти чуть-чуть и все. Как справляешься с чувством усталости, о котором говоришь в песне «Паркурный ритм лета»? Отдых. Иногда в киношку сходить, если там у тебя время позволяет. Но у меня в основном время это не позволяет, потому что, ну, как бы шел бы я лесом. Мне либо ролик надо какой-то снять, либо его надо озвучить, либо это работа, в принципе. И это настолько выматывает, то что я уже все, я уже понимаю то, что мне надо меня садить. Как справляешься с критикой своей музыки и творчества? Честно, пофигу. Ну и на закуску. Я знаю, что ты снял уже 3 части, где ты раскрывал ответы на вопросы о тебе. Но давай все же закончим на них. Интересы и предпочтения в сфере культуры и искусства. Вендор, какие у тебя предпочтения в искусстве и медиа? Ой, ну честно разные, но по трекам это, наверное, там Storytel или как там его, с главным героем. Потом Сара, потом еще, ну некоторые песни Стинта тоже нравятся. И Домер. Домер, Зенни, Беф. Все так же. Какой фильм ты считаешь своим любимым? Блин. Дэдпул и Росомаха и Человек-паук «Нет пути домой». Это, наверное, самые любимые мои фильмы. Из сериалов недавно я посмотрел Old School, мне зашло. Из фильмов. Там еще что-то связанное с преподами. Вот. Безумные преподы или как-то так. Вот. Как мне, ну, что мне еще понравилось, это уже относится к мультикам. Это... Сейчас вспомню, как он называется. Короче, где голубь и где человек, они решают свои проблемы. Ну, не решают свои проблемы, а просто помогают друг другу. В конце концов, когда голубь в себя пришел, он еще и спас человека. Ну что огромнейшее, конечно, да. Короче, как-то так. Какая книга произвела на тебя самое сильное впечатление? И какую ты мог бы посоветовать другим? Единственная, которую я читал залпом, это «Голодные игры». Но не сказал бы то, что она подойдет абсолютно всем, она подошла именно мне. Какой музыкальный жанр тебе ближе всего? Да по-разному. Но больше всего я люблю такой рок, поп, окей. Особенно если они совмещены. То есть мне не нравится тяжелый рок, мне не нравится прям попса.
Я люблю, если это вместе. Расскажи о своих вкусах и привычках. Какое животное тебе особенно нравится? Так, давайте с этим поосторожнее, пожалуйста. Я их не ем. Максимум только что-то из магазина. Я... Единственное, что я скажу, то что... Дягон Тичер, если ты решишь посмотреть этот ролик, иди нафиг. Я уже слышал, в какие конфликты ты пыталась остальных втянуть. Мне этого не надо. Спасибо. Так вот. С какими животными... Ну, каких животных я люблю не есть. Не кушать. Именно жить с ними. Какие животные мне, в принципе, по душе? Это кошки, это собаки, окей. Ты предпочитаешь готовить сам или есть готовую еду? Это как? Я могу что-то приготовить сам, но это очень редко. А так я в основном готовую еду ем. Вендор, помнишь ли ты свой самый запоминающийся концерт или мероприятие, на котором был? Алые паруса. Особенно, когда ты в 3 часа ночи просто выходишь, а ты, бац, во-первых, ты ожидаешь свой заказ, потому что ты хочешь похавать. Я хочу похавать, я хочу поспать, поэтому я покидаю алые паруса и все. Потом. Что бы еще? Да и все, в принципе. Вендор, у тебя есть какие-нибудь хобби? YouTube. Чем ты вообще любишь заниматься в свободное время? Свободное время, если это не YouTube, это поиграть с кем-то. То же самое с одним человеком я любил поиграть в StarCraft до того, как мы перестали общаться. Вот. Ну да. Единственное, что я этому человеку скажу, у тебя есть время до Нового года что-то придумать. И ты, я думаю, понимаешь, о чем я. Активный отдых или что-то более спокойное тебе по душе? Более спокойное. Как ты обычно выходные и праздники проводишь? Либо работаю, либо сплю. Какой отдых тебе больше всего нравится в эти дни? Когда я не нагружен. Вообще не нагружен. Но это у меня не произойдет, но я думаю, еще очень долго. Года 2-3 так точно. И какой праздник для тебя самый значимый? День рождения. Вот, супер. В этот день я просто такой, типа, идите-ка вы все лесом. У меня отпуск. Да и к тому же от Ютуба я тоже... Либо я, ну, максимум я стрим могу провести в этот день. Окей. Дальше. Какие активности в природе тебе нравятся? Шашлыки. Вот безумно люблю ходить на какой-нибудь шашлык. Шашлындос. Все супер. Расскажи про любимый вид спорта на свежем воздухе и другие занятия, которые ты предпочитаешь вне помещения. Бег. Я люблю бегать. Как ты проводишь время с близкими? Если я не занят, то я люблю сидеть, смотреть, как кто-то во что-то играет. Я очень сильно этого это люблю, особенно когда я с этим человеком общаюсь. Вообще все супер. Какие у тебя самые любимые способы отдыха с друзьями или родными? Поиграть во что-то. Что приносит тебе больше всего удовольствия, когда вы вместе? Я могу с этим человеком пообщаться. Потом. Какие способы расслабления ты используешь, чтобы снять стресс? Сон. В основном. Что помогает тебе восстановиться после тяжелого дня или отвлечься от работы или учебы? Пара-пара-пам. Этого я не могу сказать, потому что в основном это сон или еда. Есть ли у тебя какие-то особые предпочтения в отдыхе? Например, любишь что-то делать в определенное время суток? Или в зависимости от погоды? Если это дождь, я люблю поспать.
Я люблю поспать в темное время суток, это да. Я могу поспать, ну, блин, 12 часов. Ну, или же я люблю просто посидеть и, ну, или, ну да, полежать в кровати, позалипая в шортах. Расскажи, чем ты занимаешься по вечерам Монтирую в основном. и как ты проводишь время, когда идет дождь. Я уже рассказал об этом. Представь себе идеальный отпуск. Какие воспоминания из прошлых поездок самые яркие? О, самый яркий это, наверное, когда я катался к другу. Я тебя помню, я тебя не забыл. И на самом деле я тебе передаю огромнейший такой пламенный привет. Что сделало эти моменты особенно запоминающимися для тебя? Я провел эту поездку с самыми для меня родными людьми. И больше мне ничего не надо. Расскажи о том, что тебе не нравится, какие продукты, включая овощи и напитки, ты не ешь и никогда не попробуешь. Хрен я никогда не попробую. У меня отец, он очень сильно любит хрен, но я его не ем. Мне не нравится ни острое что-то, ни ничего из такого. Напитки, то спорно. Потому что я не все напитки даже пробовал. Какие виды еды, спорта или активного отдыха тебе не по душе? Я уже сказал, острое. Я острое не ем, спасибо. Какая погода тебя раздражает? Пасмурно. Прям очень сильно. Какой школьный предмет ты считал самым нелюбимым? Самым нелюбимым предметом, ну и, наверное, по совместительству тем предметом, в котором я меньше всего разбирался, это геометрия. Я вообще не понимаю в 3D плоскости. Какой запах тебе больше всего нравится? Если бы я его еще чуял, ну типа я его чую, конечно, но так слабо. А так, карамель какая-нибудь. Карамель, ваниль. Что тебя больше всего бесит в людях? Недоверие к остальным. Это, во-первых. Во-вторых, это когда человек лезет туда, куда не надо. Это безумно раздражает. И все. Еще когда человек врет. При этом не с точки зрения того, чтобы там... Вот, я, к примеру, не хочу ничего портить, это все окей, все круто. Я не хочу портить отношения с этим человеком, а просто так. А зачем? Нафиг. Что для тебя значит дом? Это место, где я могу находиться в безопасности. Где я могу находиться буквально так, чтобы я мог работать. Общение и отношения. Вендор, какие качества ты больше всего ценишь в друзьях? Назови 5 главных черт, которые для тебя важны в дружбе. Понимание личных границ. Ответственность за то, что ты говоришь другому человеку. Тому самому другу, к примеру. Ну и, наконец, то, что... Доверие. Ложь. Она тоже портит иногда отношения. Расскажи, как ты любишь проводить время с близкими? Я люблю проводить время с близкими так, чтобы общаться с ними. Как ты предпочитаешь общаться с друзьями и что делаешь вместе с семьей? С друзьями я предпочитаю общаться лично. Ну, а так я могу, не знаю, в телеге написать, еще что-нибудь сделать. Есть ли у тебя такой способ отдыха, который подойдет всем сразу? Нет, такого нету. Хотя, нет, есть. Отдых после работы. Это максимум. Как ты понимаешь такие вещи, как любовь, доверие и долгосрочные отношения? Любовь это когда не только с одной стороны человек любит, да, но они оба друг друга любят. Доверие. Ну, это означает то, что человек доверяет тебе. Он не скрывает что-то от тебя. Долгосрочные отношения.
Долгосрочные отношения это когда люди не ссорятся или ссорятся там поменьше хотя бы. А не то, что каждый день, иначе ты устанешь от человека. Вот. Ну и все. Что они для тебя значат и с чем они у тебя ассоциируются? У меня есть два прекрасных человека, с кем на самом деле это все ассоциируется. Сразу три вещи. Которых я тоже не могу сказать, к сожалению. Венда, расскажи, что приносит тебе радость жизни? Какая вещь или событие тебя больше всего радует? Этого я тоже не могу сказать, потому что иначе это будет не очень хорошо с другой стороны. Ой, пожалуйста, ну и не нужно, ну и очень-то мне нужно. Ты больше любишь время в одиночестве или в компании? Тогда как? Если у меня социальная батарейка села, то в компании. Ой, в одиночестве. А так, иногда в компании. И есть ли у тебя какое-нибудь забавное прозвище, о котором ты можешь вспомнить? Но это слишком личное. Поэтому это будет запикано. Мечты, цели и самореализация. Расскажи о своих самых больших мечтах и планах на жизнь. Набрать миллион. Потом закрыть все долги своей семье. Ну и все. Это те, которые еще не сбылись. Как ты видишь смысл жизни? Помогать другим, но и не забывать еще и о себе. Есть ли у тебя какая-то главная цель или мечта, к которой ты стремишься? К этим двум мечтам я стремлюсь одинаково. Над какими своими качествами или чертами характера ты хотел бы поработать? То, что я больно наивный. Что именно ты хотел бы изменить в себе? Это я уже сказал. Какие новые привычки планируешь завести в ближайшее время? Поменьше вредной еды. Поделись своими карьерными мечтами, кем ты хотел стать в детстве. Ох, в детстве кем я только не планировал стать. И учитель, и офтальмолог, и... там еще кто-то был. Ну, соответственно, да. Какие профессиональные успехи у тебя уже есть? Я специалист по информационной безопасности. Все. Этого мне хватает. Поэтому, если вдруг YouTube закроют, у меня есть два варианта развития событий, которые у меня могут быть. Какие новые привычки? Так, а какие главные цели в Кардеиле ты ставишь перед собой на ближайшие 5 лет? Повыситься, наконец-то. Ну и все. Стрессоустойчивость. То же самое. Представь, если бы у тебя была суперспособность или возможность мгновенно выучить новый язык, какой бы ты выбрал? Английский. Потому что он наиболее распространен среди стран. Чем ты увлекаешься больше всего в жизни? Ну, это вы уже знаете. Что тебя вдохновляет и мотивирует двигаться вперед? Тем, что какие бы проблемы меня не ломали всю жизнь, я их все равно когда-нибудь решу. Жизненный опыт и рефлексия. Какие у тебя самые яркие воспоминания из детства и юности? Когда я был в бане. Когда я... всех угощал. Абсолютно всех. Но при этом, правда, там был один минус. Ребята с работы, Ребята с работы, если вы это смотрите, извините меня, пожалуйста. Прям очень сильно. Это, наверное, когда я буквально нагрузил всю кухню. Когда я заказал очень много всего. Чтобы всех угостить.
Какие события в твоей жизни ты считаешь самыми важными? Что для тебя действительно значимо? Путешествие, работа, семья или что-то другое? Кто-то думает, что это работа? Нифига. Работа — это чтобы я мог обеспечить себя в будущем. А так это семья. Смекаешь? Какие уроки ты вынес из своего жизненного опыта? Не будь наивным, умей отдыхать и все. Какой совет от других казался для тебя особенно ценным? Я слишком наивен. Есть ли что-то, о чем ты сожалеешь и как это повлияло на тебя? То, что я взял кредит. Ну и все. А как это повлияло на меня, я начал более бережно относиться к своим средствам. Что тебя заряжает энергией и делает счастливым? Позитив, оптимизм, любой притом. Какие вещи в повседневной жизни вдохновляют тебя? Когда я просыпаюсь, у меня готов завтрак. Ну, то есть обычные вещи, которые радостные. Какие вещи или образы для тебя становятся символами счастья или, и надежды? Такого я не могу сказать, потому что не особо знаю. Какие у тебя самые большие страхи и слабости? Темнота, остаться в одиночестве. Прям вообще в одиночестве, когда от тебя отвернутся все друзья. Ну и страх, на самом деле, прям очень чрезмерной ответственности. Когда на тебя все давят. Типа вот ответственность за это, за это, за это, за это, за это. Окей, спасибо. А помочь чем-то сможешь, нет? Или ты будешь на меня так давить? Если давить, то извини, но нам не по пути. Так, это я говорил. Что тебе нравится в твоей работе или учебе? В работе мне нравится то, что я могу проводить время с кем захочу. Плюс еще гибкий график, и то, что я на ней могу поесть. При этом не заплатив. Что тебя вдохновляет в том, чем ты занимаешься? Если с точки зрения Ютуба, а не основной работы, то это то, что я могу построить свою карьерную лестницу. Я могу познакомиться с наиболее, с популярными личностями. При этом буквально лично. На данный момент я косвенно знаком только с Дефом. Только косвенно. Но это начало. Что тебе... Так, мне последние 3 вопроса, которые есть. Какое твое любимое место в городе, где ты живешь? По парапам? Наверное, это... работа. Ну и плюс еще и дом. Если это касается каких-то достопримечательностей, я люблю мосты. Я люблю там походить, поотдыхать, помечтать. Какие 3 вещи ты бы взял с собой на необитаемый остров? Наверное... Ща подумаю. Еда. Потом, что еще? Ну, на необитаемый, значит, там никого нету. Но там есть и рыбы. Там есть живность какая-то. Значит, удочка. Удочка и приманки к ней, окей. И последнее... Что бы я еще хотел взять? Отдых какой-нибудь. Ну, на отдых. Этого я не могу уже вспомнить. Извиняюсь. Что для тебя сейчас, секунду. Ну и 3-я вещь же должна быть. Ночлег. Ну, палатка какая-нибудь. Что для тебя самое важное в жизни? Семья, работа или хобби? Я уже ответил на этот вопрос. Это
семья. Хоть и для многих кажется, что работа или хобби. Нет, для меня важнее всего это семья. Остальное я делаю либо для того, чтобы отвлечься, либо для будущего, либо чтобы себя как-то обеспечить. Ну и все.
Ну, это последнее, видимо. Ну что ж, паркуристы, как вам лонгслипинг паркур? Делитесь обязательно в комментариях. Ну, а с вами был, как всегда, я, Вендор. Не забудь смотреть левый ролик и правый ролик. Ну, а с вами был, как всегда, я. Всем удачного дня, всем пока-пока! Пока!